Ну что я могу сказать? Игра выглядит отлично, если бы выходила на PlayStation 3. Зачем, спросите, про нее говорить? Но от остальных похожих она отличается тем, что за нее ответственен автор первой Silent Hill и 2 частей Siren. И ремейка еще одной. И 2 частей Gravity Rush. Как они вообще смогли вписаться в компанию с этими ужастиками, до сих пор непонятно. Короче, с этой игрой не все так однозначно. И поскольку я, Василий Гальперов, тут главный по работам Киичиро Тоямы, то давайте выясним, кроется ли в этом гадком утенке Slitterhead прекрасный лебедь. Итак, если закрыть глаза на графическое исполнение, то вообще-то игра со старта интриговала. Ну смотрите, у нас тут район Коулун, вот тот самый, где люди практически строились друг другу на головах, где были узкие улочки, куда не попадал солнечный свет, и где всевозможные криминальные и антисоциальные элементы просто цвели и пахли. Пахло там, кстати, наверное, действительно не очень. Но теперь запихните в этот сеттинг тварей, что пожирают человеческий мозг, а затем мимикрируют под людей и выслеживают свои добычи в этих грязных темных подворотнях. Это как раз те самые Слиттерхеды. Согласитесь, уже довольно необычный сеттинг. Не знаю, можно ли это назвать городским фэнтези, но когда опасные твари поджидают тебя в грязных подворотнях напротив оживленных улиц, ну в этом что-то есть. Но еще и мы выступаем тут в роли бесформенного духа, который может перемещаться от человека к человеку, вселяться в них и управлять их телами. И благодаря этому бороться со Слиттерхедами, создавая оружие из людской крови. Брутально. Бои здесь неприхотливые. Есть удар, уворот и есть блок с парированием. Ну конечно, Блэд с парированием. Но не с таким парированием, как в Lies of P или Sekiro, когда ты просто должен бахнуть по кнопке в последний момент перед атакой, а с таким, когда ты должен стоять в блоке, и в тот момент, когда враг планирует нанести удар, у тебя появляется значок с той стороны, в которую ты должен отклонить правый стик. Но сделать это надо не тогда, когда появилась пиктограмма, а как обычно, когда вражья атака почти до тебя долетела. Но из-за раннего появления этого индикатора ты инстинктивно уже в этот момент тянешь стик в нужную сторону и, соответственно, пропускаешь двоечку себе в лицо. Я уж не говорю о том, когда врагов несколько одновременно атакует, и у тебя эти значки направления по всему экрану светятся, и тут непонятно, кто из врагов куда бьет и с каким таймингом. К тому же, чтобы встать в сам блок, надо еще какое-то время на анимацию, а ты из атаки в него не канцелишься. Короче, это все безумно неудобно, и при этом ты не наносишь врагам урона. Суммируя это все, идти через блок — это, как по мне, не самая эффективная идея. Да, за хорошие дефлекты ты получаешь много энергии, а если несколько раз подряд удачно справишься, то еще и замедления выдадут. Но я за игру его активировал только 2 раза, и один из них в обучении. И все равно прошел на нормале без сильных проблем, потому что есть вторая тактика битв. Это вылетать из тела прямо в тот момент, когда противник хочет тебя ударить, и вселяться в кого-нибудь, расположенного за спиной недруга. Да, тут почти всегда на арене есть обычные люди, и перемещаться между ними можно в любой момент без пенальти. Они, правда, порой валяются в позе, будто не дух ждут, а анальный зонд. Но да не будем об этом. Тут фишка в том, что враг сконцентрирован только на вас. Но когда он начинает бить, то не останавливается до конца удара. И в этот момент как раз удобно перепрыгивать другого героя и мять его по хребтине. Если только у него нет зональной атаки. Тут, конечно, тоже получше немножко. И это, знаете, необычно. Вполне приятная альтернатива парированием. Понятное дело, что такое провернуть везде не получится, но в рамках данного концепта это очень даже работает. При этом мы вообще-то дух, который для достижения своей цели может заставить охмуренного скуфа сброситься с крыши, а сам вылететь за секунду до приземления, ведь если мы не находились в теле в момент смерти, то не получаем никаких минусов. А вот если 3 раза поприсутствовали, то ну на чекпоинт. В итоге это рисует довольно жуткую картину, в которой люди здесь для нас это просто расходный материал. И если он помер во имя выполнения нашей цели, то как бы ну ничего глобально страшного не случилось. Ведь у нас, как у какого-то аморфного существа, нет каких-то моральных устоев, а значит и сопереживания нет. Мы находимся с людьми только пока они нам полезны.
Но есть особые люди, которые могут продолжать находиться в сознании, пока мы внутри них, так называемые rarity. Их ограниченное количество, и они — это наши компаньоны, которые по воле и судеб будут нам помогать. Их можно прокачивать, одевать и брать с собой на задание в количестве до 2 штук. Всего таких героев 8, среди которых есть и коп, и стриптизерша, и домохозяйка, и даже парень-гик с бабкой. И все они на задание надевают специальные наголовники, чтобы скрывать свое лицо. Очень уж напоминает Watch Dogs Legion, не находите? Добавьте к этому, что у каждого еще и свои навыки есть. Кто турель поставить может, кто воскресить павших людей, а другой себе из крови вообще миниган наколдовать способен. Правда, кровь — это жизнь, и можно самого себя до красного экрана такими темпами довести. Но надо просто из луж на полу ее выкачивать, и будет хорошо. Но помимо смотрящих собак, тут вообще как будто дипломная работа с кучей источников и вдохновений. Есть и отголоски прототайпа, и манги «Паразит», звук в меню из саундбанков Silent Hill'а. И самое главное, лично для меня ставшее откровением, что эта игра многое берет из Сирены. Позволю себе незначительные спойлеры, вы все равно проходить это не будете, скорее всего. Игра поделена на 3 дня, но в последний из них наш подопечный обнаруживает, что может перемещаться во времени назад. И вот мы можем перепроходить уже виденные миссии, но уже с новой информацией, с новыми задачами, и соответственно события тут идут по-другому. А мы застреваем в этом 3-дневном цикле. Блин, это натурально то, что было в первой и второй Сиренах. Даже экраны старта заданий очень сильно похожи. Разве что тут все-таки линейные идут миссии, поэтому перемещения чисто сюжетные. Уже как в ремейке Сирены. Но игроки бы распяли Таяму, если бы он сделал так, как было в изначальных частях. Блин, ну как же было это круто увидеть лично мне, одному из немногих людей в ру-сегменте, кто лично знаком с Сиренами. Если, кстати, не видели, то в описании ролики про все 3 части найдете. И между миссиями ты еще общаешься с этими рарити на разные темы, постепенно обсуждая и информацию по текущей миссии, и попытки понять, откуда взялись слитерхеды, кто мы вообще такой, ну и на бытовые темы тоже разговоры присутствуют. При этом постепенно мы впитываем эмоции и мировоззрение наших рарити и начинаем меняться сами. Но у каждого из них разный взгляд на окружающие события и порой кардинально разный. А потом еще и сюжет начинает набирать обороты. Появляется спецназ, который явно в курсе про нас и ведет свою игру. А мы обнаруживаем секту, где люди и слитерхеды стараются жить в мире. А затем мы гонимся за девочкой с Литтерхедом, которая мирно жила со своей семьей, и она кричит, чтобы мы ее не трогали, что ей страшно, и что она хочет к маме с папой в тот момент, когда мы ее нахрен убиваем. Блин, Таяма, мы что, злодеи? Добавьте к этому еще музыку Ямаоки, который, конечно, нынче не всегда тащит, но вступительная тема очень даже мелодичная. А вот этот кринж-битбокс на экране выбора заданий вообще шик. И точно так же, как в Сирене, он использует что-то типа горлового пения в некоторых моментах, что опять-таки тащит атмосферу. И вот, вау, я думал, судя по анонсам, что это будет полный слив. По крайней мере, игра так выглядела. Но в итоге это по ходу прохождения стало ощущаться как невероятно авторский проект с уникальным видением и геймплеем. Да, недорогой, да, корявый, но зато такой необычный, будто вновь вернулся во времена PlayStation 3, когда были не только инди и гигантские AAA монстры, но и небольшие и уникальные проекты. Нынче такой редкий вид, будто уже почти забытый. Я так этому обрадовался и был максимально расположен к игре, особенно подходя к финалу, ожидая наконец-то развязки, где мне все объяснят, хотя игра от Таямы, может, и с загадкой оставят. Но этот японский фантазер попробовал меня обрадовать, сказав: «О, я вижу, тебе понравилась моя необычная игра. Давай, вперед, тебе осталось пройти только 3-й акт, еще миссии 8 где-то». В смысле 3-й акт? Поймите меня правильно, игра длится уже 10 часов. И если сюжет и затягивает, то вот геймплей за это время ни на йоту не поменялся. Всего здесь 3 основных действия. Это бои на арене, которые я описал, стелс,
прости господи, о котором ничего, потому что хорошего я о нем сказать не могу, и погоня за убегающими слиттерхедами. Что на самом деле забавно поначалу, ведь мы, напомню, можем вылезти из своего тела и вселиться в кого-нибудь, расположенного на пути движения цели, и дать таким образом ему по загривку пару раз. Прямо как в драйвер Сан-Франциско, если кто помнит там такую же механику. Правда, тут из-за кривого локона цели, в принципе не самой отзывчивой камеры, ты часто бьешь мимо, и эта канитель затягивается. Ведь надо обычно чуть ли не всю полоску сбить у врага, а это ударов 15-20. Битвы, кстати, тоже долгие, со всеми блоками, падениями и переселениями. А врагов тут от силы 3-4 вида. И один тип боссов на всю игру. Вот эти вот богомолы. Да, они порой немного отличаются, могут дебаф какой-нибудь накинуть, но это все равно те же самые богомолы. И вот 10 часов этого, что уже несколько начинает напрягать. Причем не сложностью, а именно монотонностью. А затем игра заявляет, что впереди еще где-то 5 часов данного замечательного геймплея. Причем там ты уже по одному и тому же маршруту, в одних и тех же, но чутка измененных миссиях, по 6-му, сука, кругу бегаешь, и вот тут начинаешь натурально уставать от игры. Причем в последних этапах это уже доходит вообще до крайности. Вот ты бежишь за каким-то противником минут 7, догоняешь его, он превращается в богомола, валишь его минут 5 где-то. Они просто плотные. Только закончил, прошел 5 метров, херак, еще сразу 2 богомола выходят. Через 10 минут закончил и с ними идешь дальше, еще через 20 метров, бам, новый богомол. Потом опять за кем-то бегать, снова дерись, опять бегай, и так постоянно. Это натурально уже какие-то муки геймдизайнера и попытки хоть как-то, непонятно зачем, правда, затянуть время прохождения. Причем сюжетно в этот момент ты уже знаешь все ответы и... Ну, давайте так, вы все равно играть, скорее всего, не будете, а для тех, кто все же решит, вот тут значок будет. Выключите звук, и пока он на экране, не включайте обратно. Короче, выясняется, что на самом деле мы не дух и не пришелец. Мы человек, последний выживший после гигантской катастрофы, которая поглотила наш мир. И мы вытащили свое сознание из тела и переместили на кучу лет назад, чтобы противостоять слиттерхедам, которые тоже там замешаны в этой катастрофе. Это тоже бывшие люди, но какие-то не такие, как мы. А еще тут один из наших подопечных Рерити сходит с ума, вырезает всех остальных героев, и мы для исправления отправляемся в параллельную зеркальную вселенную, где все живы, чтобы там ему помешать и оказать воздействие уже на нашу вселенную. Но в результате нашего перехода между мирами появляется другой, такой же призрак, как и мы, наша параллельная личность, которая тоже захватывает этих Рерити, и вот мы уже должны найти какой-то артефакт-ключ, который мы отправили из будущего, чтобы с помощью него можно было таких же сущностей, как мы, умеющих прыгать во времени, закрыть в пространстве между мирами, они не могли бы выбраться, и в финале мы деремся с одним из Рерити, внутри которого сидит альтернативная наша версия. Выдыхайте, включайте звук. Для тех, кто не слушал, резюмирую, что Тояма натащил сюда ну просто все возможные научно-фантастические штампы, и главное, вываливает он их практически в один момент все скопом, в стиле внезапного просветления для главного героя. И пускай через интерфейс и временные прыжки это все показано интересно, но как-то очень внезапно, скомканно и все разом. Возможно, детали я какие-то упустил, но грешно меня винить, ведь в игре нет русских сабов, а фразы порой очень уж обрывистые и странно построенные. Ну, можно сказать, ха, лох, английского не знаешь. Но даже у знатоков-полиглотов тут будут проблемы. Вот как вы будете читать сабы героев во время экшен-драк и погонь? А, на слух? Да. Вот только в игре нет озвучки. Нет, не русской озвучки и даже не английской озвучки, а в принципе озвучки. Разве что в пререндеренных сценах, которые тут минут 5 суммарно длятся. Все остальные диалоги это вот такие вот гэканье и мэканье. You know? Oh, I see. I see. Причем ладно, когда еще фразы не пропадают, пока ты кнопку не нажал. Бывает, они сами скроллятся с такой скоростью, что 2 абзаца сабов ты ну вообще никак не прочитаешь. Очень смешно затем было наблюдать в титрах на первом месте список актеров озвучки, ёп. А знаете, что еще смешно наблюдать? Что после довольно обрывистого финала игра говорит тебе: помнишь, ты убивал людей во время миссии? Ну так вот, их погибло вот столько-то. А если ты хочешь увидеть настоящий финал, то переигрывай старые миссии, пока суммарное количество жертв не будет меньше 66. Вы, сука, нахуй, блядь, серьезно?
Не, я понимаю, что нарративно это типа наш дух обретает свою человечность, эмпатию и таким образом понимает, что всех надо оберегать, даже если это мешает достижению своей цели. Но вашу мать! Мы и так эти миссии по 5 раз переигрывали. Но там в них хотя бы что-то менялось. Но тут-то вообще полностью старые задания надо проходить без каких-то новых деталей. Извините, но я это дело скипнул. Посмотрел реальную концовку на YouTube. И последняя миссия при этом вообще не меняется. Разве что в финале новые 40 секунд пререндера и открытая концовка, где говорится, что основная наша Рерити и главный злодей еще схлестнутся вместе в другой эпохе. А мне уже было вообще похе на это все в данный момент. И знаете, даже несмотря на всю эту финальную часть, я бы, все равно мог порекомендовать эту игру для ознакомления тем, кто хочет чего-то нового, необычного и оригинального. Но цена в 4000 рублей. Ну знаете, это просто красный флаг для такого. И еще, кстати, Denuvo в зеленом магазине в ближайшее время не поиграете. Стоя на 1500-2000, то да, можно потратиться. Но за такую цену вообще не пожелаю никому. Ждите солидных скидок и только тогда прикасайтесь. А такая рекомендация, это только проходняк. Хотя потенциал был и даже частично реализован. Так что ждите через 7 лет ролик «Вы не поняли Slitterhead». Хотя все мы, поняли. Все поняли.